Вау! Пока они горяченькие, сразу же берите масло сливочное и вот так вот смазывайте. Это придает и вкус особенный, и также они будут блестеть. Они будут такие, знаете? Всем привет! Вы на канале Вкусно ТВ. Мама будет супер вкусные булки Готовить. Турецкие поача. Итак, это все ингредиенты, которые нам нужны будут для супер вкусных турецких булочек. Здесь у меня 1 стакан теплой воды, 1 стакан теплого молока. Стакан у меня 200 мл. Дальше полстакана растительного масла, желательно без запаха, 2 столовые ложки сахара, 1 чайная ложка соли, 150 грамм сливочного масла, либо же 75 грамм сливочного масла, 75 грамм растительного масла. Это пойдет уже не в тесто, а будем просто смазывать тесто. И, соответственно, мука. Муки уйдет чуть меньше килограмма. Ну, в общем, потом посмотрим. Все, приступаем к замешиванию теста. Первым делом выливаем воду. Как я уже говорила, вода и молоко должно быть теплое. Сахар, соль, дрожжи. Сухих дрожжей у меня уходит где-то 10 грамм. Если же обычные живые, это где-то 42 грамма. Растительное масло. 2 белка. Желтки у нас уйдут на смазывание. Перемешаем. И сейчас постепенно, по чуть-чуть будем добавлять муку. Сразу все не высыпайте, потому что количество муки может отличаться у вас и у меня. И понемножку добавляем муку. Сразу можете замешивать с помощью лопатки, а дальше уже понадобится либо миксер, либо же руками. Все, теперь можно уже потихоньку замешивать тесто. Вымешиваем тесто где-то 10 минут. То есть в зависимости от того, конечно же, насколько хорошо вы умеете это делать, либо же, если у вас миксер, то это будет гораздо быстрее. Замешиваем до тех пор, пока тесто перестанет липнуть к рукам, но не добавляйте слишком много муки, потому что вы можете его забить, и оно будет тогда невкусным. Тесто готово. Сейчас мы его, посмотрите, какое оно мягкое, то есть абсолютно не забитое. Это очень важно. Хорошо. Сейчас отставляем тесто до того времени, пока оно подойдет. Может уйти 30-40 минут. Если есть час, можете оставить на час. Кладем сюда, накроем чем-нибудь и в теплом месте без сквозняков оставим подходить тесто. И что я вам сейчас покажу. Спустя где-то минут 40 посмотрите, как увеличилось тесто. Просто вау! Сейчас его нужно немножко обмять, чтобы воздух вышел, поэтому не жалейте. Вот так вот его рукой собирайте со стенок. Отлично. И немножко вот так его обминаем. Вау. Отлично. Все, хорошо. Сейчас, в общем, что-то такое получилось у нас. Сейчас нужно подготовить столешницу. Для этого мне нужно растительное масло. Хорошенько вот так прям растираем, потому что будем использовать. И
много места нам нужно, и мы не будем использовать муку, вот, а только масло. Все, прекрасно. Берем тесто. Что нам нужно? Просто берем вот так вот тесто и растягиваем его руками, пальчиками, нажимаем и просто растягиваем. Конечно же, оно сразу вот прям так не растянется, потому что столешница жирная, и оно, соответственно, тоже будет вот так туда-сюда кататься, но ничего, поработаем немножко ручками. Чтобы есть булки, нужно немножко потратить энергию. Просто старайтесь сделать так, чтобы везде был одинаковый слой. То есть не толстый, а везде такой одинаковый. Супер тонкое тоже нам не нужно. Вот уже мало осталось, практически готово. Следующее, нам нужно масло. Масло теплое. И вот так. И руками можно. Хорошо. Теперь берем вот эту часть и так до серединки ее. Раз. Старайтесь подтянуть, чтобы оно было одинаково вот так по краям. Здесь тоже вот так вот масло. И закрываем. Настолько простой рецепт. Очень простой рецепт. И невероятно вкусный. Не надо никакие скалки. Все просто, но вкусно, просто безумно вкусно. И еще немножко вот так растянем. Хорошо. Еще нам нужно масло, только на одну половинку. И где-то так сюда. И закрываем. Закрываем. Еще немного нужно растянуть. И берем ножик.
либо вот такое что-то, ножик для пиццы. И разрезаем, возможно, на такие полосочки. Разрезаем на такие полосочки. Берем, соединяем еще раз вдвое, немножечко закручивая, не сильно. То есть сильно не растягивайте, чуть-чуть подтянуть можно. И вот так, как бы завязываем, как на узел. Соединяем. И вот что у нас получается. Кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Кладем на расстоянии друг от дружки, потому что они будут подрастать, они будут достаточно большие. Так, и снова вот так чуть-чуть вытягиваем и как бы завязываем, соединяем их там внутри. Вот посмотрите, что у нас получается. Таких у нас 1, 2, 3, 4, 5. В общем, 12 штук получилось. Сейчас я оставляю на 15 минут их подойти на противне. И потом смажем желтком и в духовочку. Итак, спустя буквально 15-20 минут у меня здесь 2 желтка. Как вы помните, белки мы использовали в тесто. Я добавляю. Угадайте, что? Вау! Пока они горяченькие, сразу же берите масло сливочное и вот так вот смазывайте. Это придает и вкус особенный, и также они будут блестеть. Они будут такие, знаете, прям блестящие булочки, как будто лаковые. Мы их смазали желтком, и я добавила пекмес. Ну, можно просто желтком смазывать, тогда цвет будет просто тоже красивый. Немножко отличаться, но тоже будет красиво. Очень классно получается. Да, очень классно, смотри. Они прям так пахнут, правда? Да, мне хочется сейчас есть. Сейчас съешь. Все. У меня слезы текут. Слезы или слюни? Слюни. Ну, конечно. У меня тоже. Так. Итак, все-таки советую вам поставить чай и попробовать. Смотрите, какая воздушная, какая слоеная. Вот буквально по частям. Обратите внимание, это же просто... Вау. Так что обязательно готовьте. Не пожалеете. Я не преувеличиваю нисколечко про этот рецепт. Это на самом деле умопомрачительный, простой, вкусный и быстрый рецепт. Так что обязательно готовьте. Ну что ж, я надеюсь, что вам этот рецепт понравится, и вы обязательно поставите нам лайки. Если же вы не подписаны, подписывайтесь также на канал и на все наши соцсети. Ставим чай и бегом за стол. Всего вам хорошего, приятного аппетита и будьте счастливы. Пока-пока.